Это не сон был, это осознанное сновидение. Ну и вот я видела эти огромные листья, которые перемалывала огромная машина и выбрасывала. И я смотрю с удивлением, и это песок. А Мгм. перед этим я как раз думала о том, смотрела какое-то видео, где там были такие сцены, что, например, песок такими кучами находится там, где он, ну, вообще не должен находиться. И когда я путешествовала по Перу, то я это тоже видела. Я видела, как песком, вот такой песок, куча песка, просто среди каменной пустыни. Или песок, а с кучи песка песок просыпался, и видно, что это крепость засыпанная. То есть здесь темная земля, камни, и тут такой кучкой раз песок. То есть Мгм. явно, что это кто-то специально это делал, но действительно это выглядит, ну как, это крепость, это ж сколько метров эта крепость имеет вверх. Это ж нужно насыпать, такую кучу насыпать этого песка, чтобы всю крепость засыпать и сделать целую гору. Холм такой огромный из песка. То есть это в Перу есть. Вот. Потом Ну, я еще, да. когда было там это Куско, в городе Куско, и там в окрестностях, и тоже где-то Мачу-Пичу, и там, где Куско, то есть там эти горы, по которым я там ходила, смотрела, тоже есть такие вот, просто видно, что земля или что-то осыпалось, и гора просто имеет такие, проглядывает, как лежащая ветка, огромная. Я слышал, вроде бы даже вот Донбасс, уголь, который там добывает, вот это все под землей находится, все эти ходы в форме корней деревья. То есть они прорывают, и как бы вот эти все О, тоннели. а я видела это. Я в каком-то видении своем видела, что это вот эти пласты, да, Мгм. угольные, что это корни деревьев. Я когда-то какое-то видео видела, эти, наверное, о деревьях-пнях. Мгм. И сразу же, ну, как задала себе вопрос, и сразу же увидела, как эти корни, это и есть вот этот спрессованный уголь. Мгм. И они идут такими вот, Мгм. и желтый, Хорошо. впрочем, тоже почему-то идет такими жилами. Виктория, ты в эфирном пространстве. Мгм. Хорошо, как мы обещали, отсоединись от всех и всего. Да. На счет 3, да, зайди в тот момент, когда ты видел этот сон, когда механизм перерабатывал каменные эти листья в песок. На счет 3 ты это видишь. 1, 2, 3. Да, вот я вижу, я стою и взяла в руку а, вот этот песок. Мгм. Считываются кристаллы. И вдруг я как будто бы поднялась вверх и смотрю так вдаль, так к горизонту, Мгм. а там что-то привлекло мое внимание. Я слышу черный лес, Мгм. и там что-то чернеет на горизонте. И я, которая там стою, почему-то себя спрашиваю. Сейчас бы интересно посмотреть, что это за разные личности я ощущаю, разные. Мгм. Это Считай. считывается, Да. что это разные временные пространства. Мгм.
Это многомерные сущности мои. Мгм. Вот. И одна из моих, считывается буквально, существующих парадигм. Вот осталась, как будто бы она в то время э, наблюдала за этим всем. И поэтому, когда я... Да, так и есть. То есть, и как И- твое внимание осталось? Да, то есть я там это видела когда-то, что это там было, и сейчас я туда как бы возвращаюсь, и возвращаюсь к своему прошлому, оказывается. Мгм. Ну да, так оно и есть. То есть эти какие-то моменты требуют дальнейших проработок или просто Да, как память? изменения воли, да. То есть, Мгм. потому что то, что свободно, оно не замораживается. То есть то, что мы создаем своим воображением, волей, намерениями, и оно соответствует конам жизни, оно не заморожено. Замороженное только то, что противоречит конам жизни. Оно Мгм. замораживается, а потом ликвидируется. Это процесс самоликвидации. Мгм. То есть там какая-то некоторая ошибка или требующая твоей Да, воли события. Мгм. да. И что именно в этом событии такого Я произошло? показываю и говорю, они идут. И я вижу, как надвигается такая черная волна из горизонта. И я Мгм. вижу, что это идут, я слышу инструменты, и вижу, что такие машины огромные едут. Мгм. Сейчас Так. я посмотрю, кто это. Я вижу, что такой, как трактор или бульдозер большой, и там сидит какое-то вот это существо, которое вчера в сеансе я видела. Оно такое, по-моему, я раньше таких не видела. Вот это М. как гусеница, знаешь, Мгм. липкое такое, плотное тело, но не такое, как, например, у змеи, наполовину. То есть это, я слышу, межпространственные существа. Мгм. То есть я вижу, что это материализовались какие-то существа, которые живут в межвременье, и у них тела не настолько плотные, как вот человеческие. А Я вот слышу, этим, да, да, что ты слышишь, Виктория, что скажи. они собирают и разбирают свои тела по соглашению с верховным жрецом. И в секторе интерферента какой-то там верховный жрец. Мгм. А вот эти машины, эти существа, которые ими управляют, это какое пространство физической плотности или выше? Какое Они как... на материализованы они, которые управляют этими машинами? А ты знаешь, что эти машины, да, они материализованные. Я вижу какой-то механизм, м, как будто бы старый механизм, который застрял где-то в камнях. А эти камни– это спрессованная глина. Тут какое-то произошло смена полюсов, я слышу, и давление. Оно как-то все вот так вот сжалось вдруг. Мгм. Так. Это произошло уже после того, как работали эти машины? Да, сейчас я посмотрю, что они делают. Я вижу, как они едут, так переезжают через что-то. Человек, через человека, который вот так, большой человек, и руку так протягивает, они сверху едут, а человек огромного роста, и рука огромная. И я М. слышу, что земля сожжена в пепел.
Вот это черное, что я видела. А этот человек как будто бы черный, почернел, а вот где грудь и рука, оно такое светлое. Мгм. И тянется ко мне от него, от его руки такой след, как ниточка. Сейчас я посмотрю, кто он. Мгм. Опять этот ясень. Мгм. Мгм. Так. Он говорит, что они сожгли нас, Мгм. называет их вылупками, вылупки. Мгм. А я спросила, почему вылупки, и вижу сразу, что они как будто бы из яиц вылупились. А что крокодилы, вот как крокодилы как будто бы Мгм. вылупляются из яиц. И он называет их вылупки и генетические мутанты, Мгм. пришельцы, пришельцы. И говорит, Так. они сожгли нас, они потопили нас, вот это говорит. Мгм. И не один раз, много раз. Так. Так, и что это за Хорошо, что... коммунизм? Да, что я Ну, сейчас давай посмотрю. посмотрим, что они там, эти механизмы, что они делают. Я вижу, что прорвалась, я слышу, атмосфера, и это дало возможность проникнуть внутрь планеты этим существам. Смешались времена, я слышу, и какие-то пропорции. То есть я вижу, что вокруг Земли вот эта атмосфера, она очень плотная, прочная, и она бы не... Это другое измерение, и она бы не пустила этих существ. А Мгм. так оболочка прорвалась, и вот эти черные энергии буквально сквозь эту прорванную оболочку проникли на планету Земля, и они вот так как-то вдруг шух-шух начинают, я слышу, воплощаться. То есть а, не рождаться, как дети маленькие, а сразу так шух-шух, и такие большие, и сразу материализуются вот эти машины большие. М. А как машины тоже материализуются из более тонкого пространства? А сейчас я посмотрю, откуда они материализуются. Мгм. Да, я слышу, что они пришли с пришельцами. А вот этот огромный корабль, он как будто бы завис над этой дырой. И в этом корабле я вижу такой этот колдун какой-то. Мгм. А вот этот корабль пришельцев, он сейчас существует в наше время? Он есть, но я вижу, что он э, происходит вот такой, вот он дрожит, Мгм. и как вспышки такие происходят. Я вижу, что эта дыра в атмосфере, она залечивается. Я Мгм. слышу э, несогласием творцов, Несогласием Творца с чем? последующих Мгм. с атакой. Я Мгм. вижу, что то, что сейчас вот происходит, вот это разоблачение исторической лжи, религиозной лжи, вот это восстановление истины, это проявление воли как творцов на свое право знать правду, и таким образом отвергается вот это насилие, это ложь, насилие. И таким образом я вижу, как это новое, оно считывается, новое сознание. Вот оно что, знание, вот это пространство, оно считывается как знание.
А сознание — это уже как наше личное соучастие в этом знании. То, что Это как ноосфера, как Вернадский писал. соприкосновение с этим знанием. Да, это соучастие, да, то есть Мгм. в этом я слышу в оформлении нового мира. И вот этот корабль, который сейчас в нашем времени, он где-то находится на физике или это более Он тонкое? далеко находится, сейчас я посмотрю. Я Мгм. слышу 200 каких-то временных лет, может, световых. Световых лет? Ну, может быть. И он находится далеко, и он, ну, как бы его отталкивает Мгм. сама планета. И я вижу, что над планетой такой стоит огромный ангел, как ангел такой, а, Мгм. что-то такое, и вот так крылом закрывает планету. Мгм. Понятно. Считываются, да. Да. Тормозит этот ангел. А я сейчас посмотрю, кто это такой. Мгм. Это коллективное знание, коллективное мышление, это коллективное сознание, это вот это все мы, которые... Сознание человечества. Да, это вот эта чистая ноосфера, чистая, прогрессивная, которая а, вот не вот чистая от Мгм. магии, от эзотерики этой глупой, от этого всего, да? М. Хорошо, Виктория, давай вернемся к этим механизмам, которые там что-то делают. Посмотри, что они делают. Ну вот опять я попала в тот момент, где это я стою и показываю пальцем туда, в глубину времени, говорю. И Мгм. там надвигается эта черная туча, такая точка. Сейчас я посмотрю, что это. И она связана, а я показываю, а оно так проходит мимо меня к этому кораблю пришельцев. И я Мгм. вижу, что на этом корабле такие зеркала стоят, которые вот так вот радары считываются. И они вот так поворачиваются, вот эти. Сейчас я посмотрю, что это за корабль такой. Оно считывается планета-мутант. Целая М. планета. Мгм. Как такой кусок, ну, такая длинная. а, в- Как э, осколок. да, как астероид какой-то. Она как будто бы замаскирована под астероид. Мгм. Так. Считывается убежище пришельца. И там вот эти противные такие пришельцы, они гадкие, такие, как слизняки. Тела М. плотные, но не настолько, сколько, ну, если его сильно потрогаю, то пальцы проваливаются. Они не сильно материализованы. А Мгм. сейчас я посмотрю, почему они не могут материализоваться. Я слышу, что запрещено Всевышним. Им, то есть они как будто они полумерные считываются. Мгм. Не имеет механизма. Они не имеют доступа к материализации физического тела. Мгм. Они стремятся к этому. О, вот оно что. Это наполовину материализованные духи тьмы. Духи тьмы. Мгм. А зачем они так стремятся к материализации? Это все вот эти фантомы, вот это все собирается, да? Это Мгм. там как притягивает все эти, я слышу, ну, фантомы. Сейчас я посмотрю, что такое фантомы. Мгм. Что такое? Это неоформленные, я вижу, неоформленные желания, негативные желания.
Да, то есть, когда люди боятся или визуализируют какие-то жуткие вещи, вот эти фантомы, они тоже туда слетаются, и эти существа как бы питаются этими фантомами. Также я слышу, что вот эти энергии и боль, Мгм. они тоже питаются этими энергиями. А почему они не могут воплотиться? Их вышвыривает, буквально я вижу, планетарный градус. А что же это такое? Что это за градус? Измерение. Мгм. Физическое измерение их выталкивает. Но иногда они могут как бы время от времени принимать форму на короткое время. Сейчас я посмотрю, в какие Как периоды, это? какие-то периоды. Мгм. Я слышу периоды происшествий, Мгм. когда много боли, страданий и возмущения. А, вот это как атмосферное бывает возмущение, человеческое тоже возмущение. Оно все связано. И страх. Мгм. Виктория, считай, зачем они стремятся физически проявиться? Зачем это нужно им? Почему Ну, это почему-то важно? я этого одного из этого корабля схватила. Мгм. Знаешь, как заложников хватает. Ага, Вот я его схватила и так прижала к, к к стене. стенке какой-то, да, Мгм. и спрашиваю, зачем ему материализоваться. А материализоваться это как будто бы одежда у них, как одежда, потому что они слизняки такие, знаешь, у них как будто Мгм. бы кожи нет. Как панцирь для раковины для этих моллюсков. Да, Ну да. вот. И Мгм. я Так что. спрашиваю, зачем ему нужно. Он не хотел говорить, но я заставила. И он говорит, чтобы руководить. И буквально, чтобы сесть на престол, говорит в живом виде. Мгм. Говорит, презентация Люцифера. А Люцифер это у них кто? Кто ему Люцифер? Он говорит, что это мы такие его называем. Мгм. А для А, них он кто? а он называет их, ну, Его или что оно? они это фанаты его, Люцифера, а Люцифер для них, вижу, что он лежит, вот это существо, которого Мгм. называют Люцифер, под такой глыбой каменной, такая как будто бы каменная глыба у него на сердце. Сердце черное, и такая черная волна идет, и через этот корабль считывается, что он создатель погибающих миров. Мгм. То есть это как будто бы во Вселенной идет такая, буквально как волна, такая, вот корень зла считывается. Мгм. Буквально выглядит как корень, знаешь, вот так вот. А почему они фанатеют им? А вот этот, которого я там прижала, он так, как кошка мурлычет, как бы прижимается к этому Люциферу и говорит, что он их создал и он их кормит. То есть у них безвыходное положение. М. Это как у шизофреников. Вот эти шизофреники, ну, когда у человека нарциссическое расстройство личности, ну, не здоровый нарциссизм, потому что здоровый нарциссизм должен быть у каждого человека, а гипертрофированный, неправильный, да,
то вот у них вот эта проблема, что они не могут а, оторваться от своих ранее принятых решений. То есть они идут как на убой, видят, понимают пагубность своих решений, но все равно идут до конца. Это у Мгм. них сломан механизм, я слышу, самозащиты. То есть это как возведенная в какую-то степень э, самоликвидация. То есть это Мгм. процесс самоликвидации. А вот это существо, которого ты спрашиваешь, у него как вообще нету искры Божьей, первоначальной вот этой души Творца, у них совсем Нет, нету? нет, вообще нет. То есть они как биороботы, получается? Да, да, да. Вот у Люцифера есть вот это он вспышки вот эти. И вот эти вспышки, как зеркала, они улавливают вот эти радары. Я слышу божественные души. Мгм. Поэтому они сияют, они отсвечивают. Они улавливают те души, я слышу, в решениях быть, чем быть. Они Чем как быть? затягиваются, как пылесосом в этот корабль через эти радары. Мгм. Так, так, ну ладно. Вот этого существа тогда, что с ним? Отсоединись, Виктория, сотри эти свои следы присутствия. Да, вот я вижу на руке вот это черное, это, я так, и оно отстало. Мгм. Вот. И это, куда я проникла, это вот в этот корабль, все залатала, и Мгм. все вышло. Хорошо. Мгм. У них тоже есть защита, но каким-то образом я эту защиту прошла. Мгм. Так, а кто за жрец их там руководит ими? Жрец, верховный Это какой-то тоже жрец. собирательный орган, то есть собирательный. Мгм. Собирательный орган. Они тоже считывают, ну, собирательный образ, да, это как эгрегориальная структура. Ну, как Бафомет, это же не сущность и не Мгм. личность, это как символ. И там тоже такой символ колдуна в этой шапке, вот точно так, как Илью мы видим. Мгм. Ну, хорошо, Виктория, отсоединись от этой ситуации. Давай Давай. вернемся, когда эти машины там что-то делают на Земле. Вот я вижу, они переехали через этого ясеня, и вот так вот этот, как бульдозер такой большой, подъезжает к огромному дереву и буквально пилит его. Как будто бы спереди у этой М. машины такая Дело. какая-то круглая штука. Диск. Мгм. Ага, и оно так вращается, и такие огромные эти Деревья падают. деревья. Да, они Мгм. падают, а потом их вот так загребают. И я вижу, как они сделали, расчистили, сделали такую, как это, как горы вот эти уральские. Мгм. И, и также вот эти, я слышу, Пиренеи. Мгм. Это из этих деревьев? Да, они из этих, они вот так вот расчистили и сделали такую, как площадку. Мгм. И, и вот эти горы такие. Как будто бы уральские горы сделали и Пиренеи. Вот так мне 2 идет. Э, Мгм. вот эти уже как бы стояли, эти горы, которые, вот там Тибет. Там вот я их вижу, они там как будто бы, другое формирование.
Оно Мгм. там уже было. Так, ну давай разберемся тогда с этой ситуацией. Вот этого ясеня они переехали. Каким образом он позволил это? Ну, смотри, сейчас мое внимание к этому большому дереву. Мгм. Вот. С Опиши, ясенем мы Викторе. вчера. Мгм. Вот это Э, дерево я вижу. да. Что это за дерево, Виктория, опиши его. Оно выглядит как дуб, огромное. Мгм. И стоит посредине, считывается, русской равнины. Мгм. Нина. Ну и почему-то идет сразу же Пиренеи. Сейчас я посмотрю, что там. М. А там как будто бы еще одно дерево. Нет, много деревьев было, которые связаны между собой такими, как проводами. То есть по всей земле, вот она круглая, и такие деревья тут стоят огромные. Они выше, чем пирамиды, намного выше. Пирамиды Мгм. такие маленькие, а деревья большие. И они считываются как высоковольтные эти провода. Мгм. Они такую энергетику, как высоковольтные, как электричество высоковольтное. Вот. А сейчас я вернусь обратно, посмотрю, когда этих деревьев больше было. Мгм. А, я вижу, что вся земля была зеленая, а люди строили города между деревьями. Мгм. Вот. И мне приходит, ну, вот это в Украине есть Муром, и это в Чернигове, и муромские вот эти леса, и описываются даже не так уже и давно, там такие походы, что вот нельзя было пройти, потому что дерево упало, и должны были объезжать там столько-то верст, М. метров или чего-то там, да. То есть деревья такие огромные были, что если оно упало, то его невозможно было прям убрать оттуда. Мгм. Вот это мне пришло, вот это сказание. Ну, это письменная какая-то Мгм. летопись. И дальше. Вот я смотрю, что были такие, как лужайки, на которых строились города. А города были все как будто бы под куполом сияющим. А что это за куполы такие? Вот. Мгм. Я Что это? слышу, это естественная защита горожан. То есть вижу, что горожане, которые э, демонстрировали вот эти паттерны свободы, защищенности, вот они создавали вот совместный такой э, защитный купол. А деревья создавали уже над всей планетой такой защитный электрический э, э, Мгм. заряд, который буквально вот этих, я слышу, иноземных пришельцев вышвыривал вот так вот. Мгм. Защищал, в общем, человечество, Землю. Да, да. Так, и вот это большое дерево, на которое ты обратила внимание. Что Вот с оно ним как дуб, произошло? и такие на нем листья желтые. Оно а, почему-то желтое наполовину. Сейчас я Мгм. посмотрю, и сейчас я с ним поговорю. Мгм.
оно говорит, это дерево, что оно хранитель человеческой мудрости, и не только человеческой. Я вижу, что там такие ярусы есть энергетические, и самые верхние ярусы. Вот дерево, оно построено как человек. У него есть ноги, голова, вот эти энергетические центры. А внизу есть эти животные. То есть само дерево как будто проводник какой-то и собиратель. Вот он собирает энергию, информацию и о животном мире. Женя, ты тут? Да, Виктория, представляю эту картину. Мгм. Очень А, интересно. а вот эти листья, у него почему они желто-зеленые? Это нормальная их расцветка? Вот это дерево показывает, что с левой стороны у него все зеленое, а с правой стороны и листья такие огромные, вот как я во сне видела. И Мгм. падают. Они пожелтели, они начинают. Он говорит, да, каменеть, вот оно что. Мгм. Это дерево каменеет, оно превращается в камень. Почему это происходит? И это дерево большое показывает, я вот это слышу, Кремниевая долина. Там же в Кремниевой этой долине самые большие деревья еще остались расти, М. которых срубали потом. Сейчас я спрашиваю, вернусь обратно. Вернись, Виктория. Кремниевая эра. Кремниевая эра. Это подсказка была про эту Кремниевую долину. Это идет Кремниевая эра, доисторическая эра, я слышу, божественных существ. И я вижу, что люди и животные, они все сияли, они все сияют. Мгм. А Они почему, буквально сияют. м, почему эти деревья начали каменить листья? А вот показывает на этот прорыв в атмосфере. Мгм. И он говорит, холод, как будто бы холод зашел, и Мгм. какая-то темная, как вода, энергия. Сейчас я посмотрю, что это. Я буквально пробую, это на вкус. А это вода, это потоп. Это Я вот вижу, этот как в этой лед земле, притащили. да, в этой земле вот это как атмосфера, как будто бы стала как сосуд, как ваза такая круглая. И с одной стороны я вижу, вливается эта вода, и она собирается с противоположной стороны. И потом раз и переворачивается. М. Нарушена гравитация. Так, это получается, она собралась в каком-то слое земли, да? И потом перевернулась. П Ну ладно. Ну, я не знаю. Оно вот так я вижу, что вот эта защитная оболочка вокруг Земли, она буквально выглядит, как будто бы это стеклянная ваза такая. Ну, это же Прогнулась. я же энергии вижу. Мгм. И оно так вливается, эта энергия. Я потрогала, ну, попробовала даже на вкус. Это вода, Мгм. ледниковая вода. А посмотри, Виктория, на физическом уровне, что произошло, когда лилась эта вода. Ну, я вижу снег, все сразу замерзло. Мгм. Одномоментно. Снег.
Понятно. Так. А где ключевой момент, когда это начало прогибаться? Это защита. Что произошло, что они все-таки смогли проникнуть? Я слышу человеческая жадность, и вдруг увидела гениталии мужчины. Мгм. Сейчас я посмотрю, что это я увидела такое. Какого-то человека, который вот на троне сидит, Мгм. но как будто бы голый сидит. Ага. И пьяный, и голый, и такая у него корона на бекрень. Мгм. Кто это? Это как Да, он Адам? считывается как опьяненный, Мгм. а вокруг него я вижу ползают и лазят такие маленькие, до колен достают. Вот Существа? эти существа, да, вот эти, которые Мгм. наполовину это Мгм. А чем хотя он опьяненный? Почему он пьяный? он пьяный своим воображением. Он так, и у него в голове какие-то там эти иллюзии. Мгм. Я То слышу, есть, что он создает базу для проклинания земли. То есть это как проклятие земли. мгм. То есть я вижу, Так. что вот сначала в эфирном пространстве он как бы мечтал о каких-то сексуальных оргиях, то есть о чем-то непозволенном. Мгм. И Так. это создало вот этот прецедент. То есть эту зацепку, эту энергетическую, я слышу, бляшку, Мгм. вампирическую. То есть и вот эти вампиры, они как бы духи Мгм. вампирические. То есть они вот это изображение его, оно так и считывается, изображение, как зеркало. То есть его воображение, это изображение, как картинку, как зеркало, утащили. И вижу, как они показывают это изображение какой-то морде страшной. Вельзевулу этому. Вельзевул – это тоже такая сущность духовная. Мгм. Дух пространства, я слышу. Это как есть эфир, а это как антиэфир. И есть, ну, как бы покровитель эфира, а создатель, сотворец, да. Мгм. И есть вот он, но только эфир создавался общими усилиями, чистый эфир, да, а там, я слышу, под взглядом Люцифера, а там создавался единолично. Мгм. И поэтому наше пространство имеет вид вот этой цветка жизни, да, каждый участник равноправно брал участие в сформировании нашего эфирного пространства. А у них это под контролем, единолично, и поэтому происходит такой, как вот эти эгрегориальные структуры. Они Мгм. такие же, как эти ураганы, которые вот так закручиваются. Такие же формы, такую же форму имеют эти эгрегориальные структуры. Они своими корнями всегда уходят к своему источнику, к Люциферу, затаскивают внутрь. Это как трубочки такие. Мгм. Да, это как трубочки. Они сверху вот это как
показывают, да, а внутрь вот это черное затягивают живые души, энергии там, и оно потом распределяется Мгм. и приводит это все считывается как коллапс. То есть это безжизненное, то есть перспективное пространство. Мгм. Так, Виктория, а вот этого, которого совратили эти гусеницы, чем они его совратили? Или в чем, на какую удочку он, так сказать, попался? Ну, на сексуальность. То есть он свои сексуальные энергии истратил не на то. Мгм. Потому что сексуальные энергии, они очень взаимосвязаны. То есть это, ну, как в нашем мире, все имеет две стороны, да. И светлая сторона– это все использовать эту энергию во благо, потому что она задействована в процессе творения. Именно Мгм. поэтому им нужна была эта сексуальная энергия, потому что точно так же, как человек а, рождает нового человека, новую жизнь, Мгм. да, через сексуальную энергию, вот там происходит вот этот оргазм и выброс этой энергии, и происходит вот это соединение этих энергий и соединение вот этих миров разных, пространств. И им Мгм. нужно было именно вот эту энергию использовать в извращенном виде. Вот Мгм. почему эти абьюзеры, да, они помешаны на сексе, на, потому что они искалечены духовно, и это демонстрируют на физическом плане. Понятно. Это вот насильники Да. даже, вот это Мгм. маньяки и так дальше. М. Виктория, давай зайдем в то время, когда этот царь только начал мечтать э, в этот момент, и спросим его, осознает ли он, к чему приведет его эти мечтания. Осознает ли он это? Спросим у него. Я вижу, что он стал как замороженный, он не реагирует. Мгм. И я слышу, что он стал центром эгрегориальной структуры, вот это вот его воображение, на которое понарастало вот эти аналогичные энергии всех извращений а, мира, которые М. люди начали делать за это все время. Он стал центром этой эгрегориальной структуры, и считывается проклятый человек. Человек Мгм. проклятия. Что каким-то образом мы можем повлиять на эту ситуацию, передать ему информацию или как-то достучаться до него? Я слышу, что он не может быть пойман жизнью. Он ушелец. Мгм. Он сделал осознанный выбор, поэтому у Мгм. него нет вот этого раскаяния. Мгм. И вот это слово Так. идет изощрение. Сейчас я посмотрю, к чему это оно. Мгм. Вижу, что вот так идет, что его гламурный орган, почему-то гламурный, Мгм. его вот этот Фалос. да, вот там, вот где основание, как бы пережато вот так. Мгм. Ам, а дальше вот такое идет, вот это, что считывается гламурной, вот идет такой, как шар, как будто бы одет на его этот, и М. там такие, как золотые прожилочки, ну, как будто бы вот
розу, ну, этот цветок жизни, вот этот, да, согнули вот так в такую, оно считывается чаша, да, ну, как выглядит как шар такой, весь как металлический, поблескивая там, как золото, а внутри я слышу крики жертв. Мгм. Сверху оно все как золото, а внутри черная магическая энергия и крики жертв сексуальных насилий. И Так. все это вот оно Мгм. такое, а он вот так как замороженный сидит вот в этом экстазе своем. Э, как будто бы он вот зашел за пределы, Мгм. за пределы, и он, я слышу, он сношался с духом, с духовной сущностью. То есть с М. этой, с демоном или демоницей. Вот это Мгм. я вижу. И она родила ему ребенка. Но это вероятнее всего, что это вот эта история про нефилимов, которые приходили в наше пространство и сожительствовали с людьми. Мгм. Да, я слышу, генетический код испорчен. Мгм. Так, Виктория, а вот этот царь, посмотри по ментальной карте, какое он имеет отношение его действиям к человеческому сознанию. Он сидит, как будто бы где корневище и где этот пенек этого огромного дерева, а дерево вот так смотрит на него сверху. Вот это дерево, ну, которое я увидела. Мгм. Вот, а он там сидит, и вот эти корни от его трона, эта штука гламурная, как шарик у него вот это на ногах лежит. То есть вся получается сексуальная энергия человечества Мгм. утекает. И вот я слышу, да, вижу вот эти журнальчики, вот этот Голливуд, порнография, это вся нечисть. Это вот вся энергия творчества, которая должна быть направлена на созидание человеческой расы, цивилизации, она вся используется для созидания этого погибающего антимира, не созидания, его нельзя там созидать, просто поддержание при жизни. Оно Мгм. мертвое, просто буквально считывая, ну, слышу, додыхает, то есть дыхание, еле дышит там. Вот это, что я видела, что Люцифер там лежит э, под Мгм. этой скалой. Так, и что он делает по отношению этого дерева? Задает тон, он как камертон там. Мгм. Так, и это дерево позволило ему эти воздействия? Это дерево, это не буквальное дерево, а это дерево жизни. Вот, я вижу, как на этих листочках, вот эти опавшие листочки, такие каменные, а в самом верху, то, что я говорила, что оно устроено как человек, такие М. шарики, а эти шарики, они считываются люди доброй воли, миротворцы, которые, а, я слышу, освобождают свой дух от, как же это перевести на русский? Ну, приречені, то есть обречены. Мгм. То есть они освобождаются от обречения быть пойманными в эти эгрегориальные структуры. То есть они освобождаются, и они растут. Я вижу, как они М. растут. Вот с правой стороны вот эти вот такие шарики, сияющие на этом дереве, Мгм.
они растут и создают, я слышу, купол сознания, который буквально излечивает эту травму в пространстве нашей планеты. И они, я вижу, отвергают предложение Люцифера быть умерщвленными. Вот. Сейчас я вдруг взяла и постучала по этому гламурному шарику, Мгм. и оно как стеклянное, вот так звук издает. А оно, как, знаешь, как яйцо Фаберже, красивое такое, да? Такое Сверху. сверху. А внутри оно полно стонов, криков и всякие непристойные вещи, я вижу, изнасилования фактически, Мгм. потому что каждая женщина должна встретить, ну, по конам Вселенной свою родственную душу и родить чистое потомство от божественной своей чистой души. А Мгм. вот эта вся эгрегориальная структура, информационный пласт, он спонукует, то есть направляет человека так, что мужчины используют мужчин, между прочим, для того, вот я вижу, что это не от Евы пошло. Опять же, это сколько раз я вижу, что не Ева в этом виновата, а виноват именно Адам, человек. Он, да, Мгм. и сейчас продолжается та же тенденция. То есть мужчины портят молоденьких девственниц и прописывают фактически вот этот акт насилия в их генетической памяти. И это передается 14 поколениям вперед. То есть таким образом идет деградация человеческого общества и понижается вот этот генетический код и эволюционный код. Мгм. Так, а что с этими стеклянными яйцами? Вот я постучала по этому гламурному шарику, да, Мгм. а там это эгрегор. Я э, смотрю, как эти все энергии этого испорченной генетики этих девственниц уходит прямо в а, туда, в портал к этому Люциферу. Вот зачем им нужны эти ритуалы, Мгм. что они вытворяют, да? Вот. М. И я передаю информацию. Я вдруг вижу, как разбился этот гламурный М. шаричек, и эта черная вся, оно считывается навоз, как жижа черная, как фонтан выбрызнула. Вот. То Мгм. есть показалось миру, что это на самом деле и какую несет угрозу всему человечеству вот это беспредельное, вот Мгм. оно буквально считывается юзание, да, то есть юзать, использовать Использовать. эту энергию божественную в таких низменных целях. Мгм. Потому что это создано для того, чтобы сотворять жизнь, сотворять радость, и секс приносит людям радость, а также когда они с любовью а, этим занимаются, то во время экстаза они заходят вдвоем в новое пространство и сотворяют там уже энергиями любви, созидания новые жизненные пространства, новые объекты. Они же мечтают, да, о чем? О семье, о любви, о новом доме, о новом саде, о новом городе. И все это потом становится реальностью. Мгм. Да, Виктор, и эта информация, которую мы получили о этом предателе, о том, что он делал, о последствиях, распространении по эфирному пространству.
Это мы делаем, и вдруг этот царь с короной на бикрень рассыпался как прах. Мгм. И я зову эти души, которые погребены под этими черными энергиями. Черные энергии, они так и считываются, проституция. То есть они перебросили на женщин эту как бы карму, а на самом деле виноваты в проституции в первую очередь мужчины. Потому что это они любят порнографию, это они делают это все. Мгм. Ну, я не Похотливые. снимаю, да, не снимаю Мгм. ответственность из женщин, потому что я и женщин таких видела, что бросаются на мужчин, на всех подряд. Да, заражена по Да, да. геноматическому коду. Мгм. Но я все время вот это, сколько раз мы делали разные расследования, я вижу, что это пошло от мужчины. Мгм. Хорошо. Приказываем всей этой системе, этим гусеницам убрать их воздействие от лица всего человечества, древа жизни. Приказываем им убраться из нашего пространства, обличаем всю их ложь и А я обман. приказываю, слышу, им дематериализоваться. То есть Мгм. очистить все наше живое пространство от этих информационных непотребностей. И вижу, как в этом древе вот яйцо, как, вот как в Фаберже, Мгм. Фаберже вот это яйцо, дерево держит вот это яйцо. И положила это дерево такой рукой сияющей, это яйцо, и разбила. А там такая игла черная, Мгм. считывается магия. Смерть Кощея на игле, в игле, Да, игла в да. яйце. Все как Ну, это же все правильно. сказка. Девица выходит замуж за замороженного отморозка этого, да. То есть в сказках все это правда и прописано. Вот. И Мгм. именно, да. Я вот смотрю, считывается вот это столбик, игла такая считывается, вверх иголочкой и тянется под ключка в сектор магии. А в секторе магии кто-то такое сияющее яйцо Мгм. своровал и вот так вот закрывает плащом и уносит вниз. Приказываем, замораживаем, приказываем ему проявить согласно физической ДНК, если он на физике. Кто он такой? Сейчас я его вернула обратно, где он там в нашем уже Ворвал. Мгм. пространстве. Вот. Он говорит как-то странно, с пафосом, говорит вот так: «Я Созидатель Люцифера». Приказываем назваться, кто он есть на самом деле, как мы его знаем. Точно лжет. Появляется, звучит Бафомет, звучит, а вижу такая сущность, как будто бы корявое дерево такое с такими Мгм. корягами, руками. Сейчас я считаю его. Считаю, Виктория, информацию о эфирной ДНК, кто он есть на самом деле. Ну да, он и есть, считывается дух проституции. Вот Мгм. этот Бафомет, я даже не знала, что он дух вот этой проституции, то есть неправильного использования этой творческой энергии сексуальной. Мгм. Так, Также он приказываем говорит, показать. Кощей с него идет, вот Кощей, вот эти руки такие, да, как Мгм. коряги, говорит Кощей. Это так, имеет вид такого дерева сухого с таким носом длинным, как ветка, засохшее дерево. То есть это противоположность нашему живому древу. И вдруг это дерево наше говорит: «Я его знаю». Мгм. И я спрашиваю: кто оно такое? Он говорит: дух Люцифера.
Мгм. То есть его духовная сущность, центральный код души М. Люцифера. Мгм. Он говорит, дерево говорит, что он подмял под себя все человечество. Говорит, культ лжи, Мгм. культ обмана. Говорит, он запрограммировал человечество на убыль. И показывает вот то место, где сидел там этот Царь царь этот. земной, да. Мгм. И я передаю древу, что это было в прошлом, а все, что в прошлом было, это история, этого уже ничего нет. Есть только здесь и сейчас. Я показываю ему, сколько людей, сколько наших зрителей проявляют волю для того, чтобы восстановить целостность нашего пространства, и только это имеет значение. И вдруг эти ветки так зашевелились в нем, так затряслись сильно-сильно, вот эти, которые были оранжевого цвета, М. ну, такие, как толстые, как каменные. Мгм. А сверху вот эти, на этих ветках, эти души освобожденные. И он вот этими ветками это древо жизни затрясло, и начинаются, я вижу, это каменные, замороженное все спадает, и такая рука оживает, такие ветки, как руки. Мгм. И дерево вот так смотрит на свои руки и говорит: "Я живое". И я передаю ему, что оно живое, и оно смотрит, что у него тоже есть сердце, душа, и идет подключка к душе от сектора интерферентов. М. Когда И тянется эта я подключка. вижу какое-то событие, там вот в душе древа, в сердце, Мгм. вижу, как идут какие-то монахи, как будто монахи считываются, странные люди в таких капюшонах, и они идут в такую пещеру. Они Мгм. зашли в пещеру и взяли такую женщину голенькую. И ножки, ручки этой женщине, сейчас я посмотрю, кто это, какой-то ритуал жуткий делают. Они Мгм. колышки забили и привязали, сделали такую звезду. И волосы вот так тоже взяли, у нее такие волосы были Мгм. черные. И они так взяли эти волосы, тоже на колышки распяли. Ну, как в этой сказке Гулливера. Мгм. Вот. Сейчас я смотрю, что это за женщина. Мгм. Посмотри, як то считаю, эфирная ДНК, кто она такая. Ну, я ее сразу узнала, считала, но сейчас я убедилась, это Мона. Мгм. Я слышу, что они убили ее живой. То есть какой-то, это грот считывается, ам, в какой-то горе на Тибете или индуистский М. храм. Да, какие-то эти черные. И они Мгм. вынули у этой девушки, Что они вынули? считывается ее ребенка. Что-то черное такое они вынули снутри. Я слышу М. ее девственность, но они это как-то сделали. Но они просто стоят вокруг, читают какие-то книги, вот так вот машут головами, а Мгм. один из жрецов э, поставил ей клеймо железом. Мгм. Вот. И когда она потеряла сознание, тогда он как будто бы
вынул. Может, он, Мгм. короче, жуткие вещи, да? Мгм. И считывается, вынул вот это яйцо. Вот это яйцо он вынул. Мгм. Жизненный потенциал, творчество. Мгм. И они его завернули, и потом они все встали вокруг этого яйца, и я вижу, как они его завернули в такие черные энергии, вот так как запутали сверху, Мгм. создали непроницаемый энергетический шар. И Мгм. они убрали ее имя. Никто не знает, кто она. Мгм. Так. А мы знаем, кто она? Кто она на самом деле? Мне идет Афродита. Мгм. А зачем им нужно было это сделать, это яйцо, прятать его? Они создали клубок, я слышу, магический, вокруг ее семени. Она какого-то семени. Мгм. Ты знаешь, я просто не хочу смотреть, что они с ней сделали там. Мгм. А, Просто в энергетическом плане я смотрю. Мгм. Так. Может быть, давай вернемся более ранее, когда перед тем, как ей эту печать ставили. Сейчас, одну секундочку. Сейчас я хочу Мгм. посмотреть. И вот эта завязанная вся черная, она стала матерью магии. Мгм. И я вижу, что это считывается вампирический ритуал, и ее вот это яйцо, эта энергия, вот так прихлопнулась, вот так стянулась, ну, как магнитом, притянулась магнитом к этому, от этого царя. Как У это него был связано такой, с... как зеркальце, а у нее яйцо, и оно так раз прилипло туда, и они создали энергетический союз двух сердец, и мне сразу идет, вот мне идет вот эти ритуальчики, которые вот эти последователи Ильи делали. Зачем-то я не могла понять, зачем они это делают. То есть они в эфирном пространстве нарушали все коны экологичности. Вот Надя так делала и создавала себе какие-то эфирные пары в Мгм. эфирном пространстве. Вот. И вот я вижу, что это колдовской ритуал. А кто его сделал по отношению к Моне? Мгм. Приказываю проявиться тем, кто делал колдовской ритуал по отношению к этой Афродите. Вижу экран, и с экрана вижу, выглядывает и так рукой Илья в этой шапочке, кепочка эта Мгм. со звездой этого Сталина. А внизу под экраном лежит Мона во время операции. То, что мы видели уже, да? Мгм. И оно постоянно идет, перепрограммирует ее сознание. То есть это колдовской ритуал, просто идет перезапись информации в ее голове, а ничего этого на самом деле не было. То есть Мгм. вот это мне так и идет, постфактум. То есть они как бы догоняют, Мгм. подлатывают прорехи, да, магическими ритуалами. То, что у них ломается и рвется, они пытаются подлатать, перезаписать прошлое вот этими магическими. Оно считывается. Культ Кремля. Это Мгм. все технологии, да. Так, понятно. Значит, они этим действием
изменили ее память, чтобы она считала, чтобы она решила дать это яйцо ее. Я это обличаю как ложь, Мгм. Обличаем и я эти... вижу, как дерево Мгм. выталкивает из себя вот этот престол с этим царем и с этой Моной, с этим яйцом. И я передаю древу, что это все ложь, насилие, а все, каждый насильник должен понести покарание за свое насилие и карму. Мгм. Потому что Ответственность. Мона, я вижу, встает оттуда, заходит в сектор интерферентов, куда отнесли вот это яйцо, забирает его и переносит вверх. В сектор Первотворца она вот так поднимается вверх. Я ей передаю информацию, еще захожу до того момента, когда Илья вторгся в ее пространство, в ее голову, и я ей передаю информацию тогда, что она позволила сделать с собой, и что она может отменить то решение, позволять ему переформатировать ее разум. Мгм. Передай ее, к Она чему, берет, да. к чему это все приводит, позволение другим каким-то вторгаться в пространство, перестраивание под какими-то либо лживыми обещаниями, фактами лживыми. Да. В каждом человеке должно быть вот это понимание собственных границ, собственного пространства. Никто не имеет права что-то делать внутри сознания другого человека. Мгм. Только человек сам. Мгм. Так, что Мона, как она реагирует на эту информацию? Ну, я же сказала, она взяла это и понесла. Я же Я понял. ничего никому не делаю. Я передала информацию и Передали все. информацию, да. Хорошо, Виктория, посмотри, как изменилась эта ситуация с этой водой, как она прогнула энергосферу. Я вижу, что человеческий разум, вот это древо жизни, вот своими всеми веточками наклоняется и закрывает эту прореху и выталкивает эти черные корни, вот это все Мгм. обратно туда, восстанавливается целостность, и я от имени человечества и каждый, кто будет смотреть наше видео, пусть проявит свою волю тоже, и ты. Запрещаем вторгаться в наше пространство прошлое, настоящее и будущее, пространство человечества, рожденного поконом божественных душ. Мгм. Запрещаю вторжение в наше энергопространство, в человеческое пространство светлых душ и призываю силы кармы со всеми вместе, кто со мной присоединяется, пусть ответственные получат соответствующие наказания за их насилие. Вижу, как сломалась эта игла. Яйцо это как бы выпрыгнуло обратно с этих лап. А я там стою и показываю пальцем и там к горизонту и говорю, они ушли. И я забираю всю мою энергию с того замороженного пространства и распространяю в живом пространстве энергию моей воли, запрета вторгаться в пространство нашей планеты, кому бы то ни было, и всем интерферентам, вампирам, всем приказываю забирать их карму. Мы запрещаем перебрасывать карму на человечество, на божественные души, сотворенные поконом жизни. И я вижу и чувствую, как в секторе Первотворца такая радость, как энергии радости, и как будто какие-то существа сияющие радуются. Мгм.
освобождение на всех уровнях. Да. Мгм. А что в этой ситуации, Виктория, изменилось насчет ясеня, которого переезжала эта махина? Как-то поменялась эта ситуация? Ну, он встает, я вижу, и оттрушивает с себя землю и говорит, что он живой, показывает вчерашний сеанс. Да, он готовится на воплощение. Мгм. Хорошо, Виктория. Очищаем пространство, Да. передаем эту информацию из нашего сеанса в эфирное пространство. Мгм. Мгм. Поднимись повыше. Да. Посмотри сейчас, как наша Земля выглядит. Я вижу, что она пробивается сквозь такую черную тучу. И то есть там уже, где она пробивается, как по направлению к Первотворцу, то там уже истончилась эта черная оболочка, а Мгм. темная там уходит, и я передаю планете Земля, всему человечеству, что она может зайти в тот момент, когда она станет совершенно свободной, выбрать тот вариант развития событий, когда на нашей зеленой планете восстановятся коны жизни, гармонии, процветания, и когда будет завершен этот Очищение от очищение, паразитов. да, и пусть Мгм. эта сила заставит буквально нашу планету пройти этот этап очищения, освободиться, Мгм. да. Хорошо, на счет 3 давай, Виктория, зайдем в тот момент и посмотрим, как Земля будет выглядеть, когда это произойдет. 1, 2, 3. Я вижу, что от нее идет такое свечение, она светится, вот как люди там светились все. Мгм. И вот так вся планета светится. И восстанавливается этот купол вокруг Земли. Да, он такой, как лучи. Мгм. То есть вот Отлично. эти энергии, они считываются как самозахист, самозащита. То Мгм. есть это внутренние, внутри каждой души уже заложены все инструменты для абсолютной защиты. Никто не может никого защитить. Каждый защищает себя сам. Все инструменты уже внутри есть. Запрограммировано все. Мгм. Здорово. Хорошо, Виктория. Спроси тогда у себя, все ли мы сделали на этом сеансе, то, что мы запланировали. Да, да. Мгм. Хорошо. Тогда очищаем пространство, Мгм. отсоединитесь от всех и всего, Да. поднимись выше, проверь твое личное пространство. Я посмотрела, действительно ли я имела телепатический сеанс. Потому что и увидела, как вот отсюда, вот, да, из Мгм. правого полушария, вот такая, как канальчик такой. И я его оттуда оторвала, когда ты сказал, а, Соединить. отсоединись. И Мгм. он так чих-чих-чих-чих-чих, и вот так вошел в меня. Ага. Хорошо. Хорошо, Виктория. Наполняемся энергией любви, жизни, гармонии света. Мгм. Я посчитаю 1 до 3. Ты увидишь физическую реальность, где я с тобой разговариваю, будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3.